Итак, друзья мои, ритуал, который давно просили и ждали. Вот, собственно, нашла время и дарю вам. Перед вами мои украшения серебряные, но а, хотя эти украшения подарены мне, и они все новые, имею в виду, что это не антикварные украшения, это не подаренные с рук, это купленные, отправленные мне украшения. Но я буду этими украшениями вам показывать, как очищать от отрицательной энергии драгоценности и носить. Теперь объясню, зачем я дарю вам сей ритуал. Мне, конечно, дарили очень много различных драгоценностей, как антикварных, так и родовые, так и свои старинные вещи, которые неповторимы. Но сейчас я провожу с новыми украшениями, то есть моими лично украшениями, не взятыми где-то в антикварных магазинах и не подаренными какой-либо семьей. Те украшения я очищать не буду, при вас, по крайней мере. И если честно, я вообще их не хочу очищать, потому как у них энергетика очень сильная. Я это чувствую. Люди сдают в ломбарды, либо в антикварные магазины различные украшения по разным причинам. Не всегда это смерть человека, не всегда это какая-то нужда, да, продажа. Зачастую даже совершенно не какая-либо трагедия этому причина, а просто, например, вот подарила свекровь, бабушка старые советские украшения. Не нравятся они человеку. Человек хочет их поменять на другие. Приходит в ломбард. Сейчас это практикуют очень многие магазины. Приносите свои старые украшения. Они берут как лом, не учитывая там камни, бриллианты. В этом и есть, собственно говоря, их выгода. Они берут это как лом на вес. И человеку там говорят определенную цену, насколько тянет эти вещи. Если человек желает, может равноценно взять новое украшение себе, поменять. Если нет, может деньги взять, может добавить, купить. Мало ли, вот кому-то нравится какое-то украшение, а у него дома там лом, да, золотой, или там много всякого, оборванные цепочки, какие-то сломленные там или без камней кольца, или просто старые вещи, которые носить не хочет. И вот приносит человек, это все отдает им, меняет на что-то такое, что ему нравится, и радостный уходит домой. А магазин учитывает, там где-то мастерят, где-то его, скажем так, очищают до золота, до блеска и выставляет снова. И вот приходит ценитель старинных вещей, видит это украшение, вот нравится человеку. Вот очень красиво, тем более советские мастера очень красиво делали. И на века, можно сказать, да, там камни не вылетали. Очень редкий случай, в отличие от сегодняшних некачественных работ иногда. Вот пришел человек, вот понравилось, вот он мечтал прям, вот такое украшение, вот нравится ему. И он покупает в ломбарде это украшение, которое чье-то. И переживает о том, мало ли, может быть, продали, потому как хозяин этих украшений погиб, умер трагически. Может, ограбили дом, убили людей, забрали эти украшения, там через какие-то руки попали они в какие-то ломбарды, через черных этих
покупатели черного рынка золота. И такое есть, конечно. И вот не хочет человек нести ответственность. Он, по сути-то, не виноват, он ничего не сделал, он не украл, он пришел за свои деньги, заработанные, хочет купить себе какое-то украшение или своим родным, но переживает при этом. А вдруг оно проклято, а вдруг на нем кровь, а вдруг там что-то случилось, и как бы это все на себя не перенять. Есть такой момент. Ну, например, в советское время, во время революции, вы знаете, да, как вырывали эти украшения. Я вообще противник того, чтобы обычные семьи брали себе антикварные вещи. Я знаю людей, которые очень любят антиквариат. У них там стулья чуть ли не начинаются от 10 тысяч долларов. Они везде всюду заказывают, там времена Людовика XIV, Екатерины Великой, собирают. Но они все, то есть болеют постоянно и без конца, лечатся богатые люди. И вот на мой совет о том, что, вы знаете, или начните эти вещи очищать, прежде чем ставить у себя, либо, скажем так, вообще не берите. Ну, они как бы этот совет не учли. И у них папа не очень давно умер, тоже непонятно как болел, врачи не находили. Потому как энергетика этих вещей не самая лучшая. Для таких людей, как я, старинные вещи, старые куклы, ну, о чем я говорю, волосы мертвых, которые у меня есть, и они нужны для моей работы. Я этого не боюсь. Потому как у меня совершенно иная энергия, у меня есть очень сильная защита, это защита рода. И если мне разрешили с этими вещами работать, значит, у меня есть и защита от всего, что может прилипнуть. Но у обычного человека этого нет. Поэтому украшения. Вещи пока я не буду вам говорить, стоит ли, потому что вот что касаемо вещей, оно немножко так сложная вещь. Хочу вам рассказать один момент. Галина Вишневская, она коллекционировала старинные картины, вазы. В общем, у нее в каждом ее доме, у нее и домов много. Великие были люди, конечно, они заслужили ту жизнь, которая у них была. И тем более, учитывая, через какой ад она прошла в блокадном Ленинграде. И много раз она с обидой говорила о том, как на нее написали заяву. Кстати, та же самая Елена Образцова, которую она учила. «Не делай добро» называется. Но, с другой стороны, мне кажется, что если бы они остались в Советском Союзе, ради справедливости скажем, что наши актеры, наши режиссеры, да, замечательно талантливые люди, которые жили в Советском Союзе, и все это зарабатывалось для государства. В то время как голливудские звезды становились миллиардерами. И вот мне кажется, что если бы их не изгнали из Советского Союза, у них не было бы такого состояния. Здесь бы не дали так подняться. Но суть не в этом. И она в каждом доме своем хранила, и до сих пор, естественно, перешло по наследству дочерям, антикварные вещи. Приобретала, в разных выставках ездила и так далее. И очень много замечательных, знаменательных вещей, вплоть до штор, которые из Зимнего дворца. И она сказала такую вещь, что как-то ей предложили, поскольку знали, что она это все закупает, что это она любит, ей предложили сундучок, саквояж из верблюжьей кожи нашей императрицы Марии Федоровны. Это матери Николая II. И она говорит, мне этот саквояж безумно понравился, и я хотела купить. Но потом, как представила, какая была трагичная судьба у нее, что ей пришлось пройти, как она потеряла своих детей, вот этот момент меня как-то удержал. И я передумала, я не взяла. Хотя безумно хотела. То есть мне это понравилось. Но вот это вот осознание того, какая судьба была у хозяйки этого саквояжа, ее удержало.
То есть вот о чем я говорю, что антикварные вещи это хорошо, но не всегда знаешь, откуда они, какой энергией обладают. Вот представляете, например, зашли к человеку домой, ограбили, убили, забрали все эти вещи. А человек эти вещи любила. Это ее любимое кольцо, это ее любимое украшение, это мама подарила, это муж подарил любимый, которого она там, может, потеряла в молодости, очень дорожила, носила это кольцо. По сути, у многих великих людей, знаменитых людей, хоть и правителей, да, кого угодно, невзирая на их вот эти сундуки, украшения богатства и официальных регалий, которые они носили каждый раз при всем народе, да, было одно украшение, которое им нравилось. Это могло быть очень простое, простенькое украшение, а может, очень дорогое украшение, но одно такое самое любимое, которое они всегда носили. То есть имеется в виду, что все остальное это было для статуса. Но что-либо свое, которое очень было любимое, дорогое, и они этим дорожили. И вот это любимое, дорогое кто-то крадет, забирает, да, кровавым путем, где-то продает, может, лет через 10 еще где-нибудь выплывает. И вы случайно, проходя мимо какого-то ювелирного там магазина или антикварного магазина, вот увидели это украшение, оно вам понравилось. Вы не знаете предысторию этого украшения. И по сути, можно сказать, покупая такое украшение, вы можете купить и хозяйку, какую-то, скажем, часть ее энергии. Это привязка, это предмет-посредник. И вот как сделать так, чтобы бывшая хозяйка этой вещи не сердилась на вас, чтобы она отпустила эту энергию от своего украшения, драгоценности, и чтобы эта драгоценность вам пошла впрок. Очистить. Очистить, потом носить. Или есть другой вариант. Если вам подарили, и вы знаете, что оно не новое, то есть не... Даже если новое, и у вас есть страхи, что вдруг там на него что-то наговорено, можете точно так же очищать. Я вам уже говорила, что соль втягивает в себя не только всякую там гадость из продуктов или всякую непотребность на себя берет. Ну, продукты в соли хранятся и хранились в древние времена, чтобы не портились мясо и так далее. То есть они брали на себя вот все то плохое, что может случиться, там гниение продукта и прочие процессы. Они брали на себя. От соли очищали, убирали соль, а продукт был свежий. Так вот, соль не только с продуктов забирает все, соль забирает кристаллы соли, забирают в себя и негатив. Именно поэтому есть много чисток, связанных с солью. Итак, берете свои украшения или украшения, которые вы купили, или вам подарили, или есть какие-то сомнения в отношении этих драгоценностей, а вдруг они там непонятно откуда. Неважно, они серебряные, золотые. Но если у вас там есть неблагородного металла, вы хотите очистить, ну, можете и их очищать. Итак, соль, 3 восковые свечи, разложили на них свои украшения. Значит, в левой руке нож или атам, любой острый нож, собственно говоря. Можно любой нож, но знайте, что этим ножом вы на кухне пользоваться не можете. Значит, после этого нож куда-нибудь спрячьте или выкиньте, потому как этим ножом вам нельзя пользоваться. Вы как бы этим острием отсекаете всю эту энергетику. Если это атам, то есть то, чем вы пользуетесь в магии, вот, например, есть у нас ритуалы с ножом, с атамом, там, с клинком, вы специально купили для этого, то нормально. Вы можете дальше и в других работах пользоваться. Это уже энергия, привыкшая отсекать. Значит, вот атам. Далее. И в правой руке свечу, еще одну свечу, так зажигайте, потому как вы будете при слове «выжигаю» сверху вот так проносить свечой, выжигать эту энергию, а при слове «отсекаю»,
извиняюсь, от себя, вот так, отсекать. То есть крутить над украшениями. После чего украшения оставляйте в этой соли часа 2-3. Потом их просто забирайте, убирайте украшения. А соль просто можно выкинуть хоть куда, неважно. Здесь откуп не нужен, поскольку вы отдаете темным силам именно вот эту всю негативную энергию, которую собрали. Вместе с солью вы отдаете. Можете высыпать где-нибудь в мусорный там бак, можете высыпать в слив, спустить туда в канализацию. Можете на улицу выкинуть. Это уже не имеет никакого значения. Но, естественно, мне кажется, что объяснять не надо, что этой солью пользоваться нельзя. Я думаю, это уже совсем уж ненужная вещь, да, говорить об этом, что эта соль в себя впитала негатив. Ну и уберите в такое место, чтобы ваши собаки, кошки и прочие там вдруг, не съели, что ли, не знаю, ребенок не съел. Итак, начнем. Да, читать нужно 6 раз. Свечи догорят, свечи, огарки свечей просто выкинуть. Больше ничего. И нож убрать, и эту свечу третью догорит, останется маленький огарок свечи. Вместе со всеми выкинуть. Итак, первая часть такова. Берете в одну руку нож, в другую свечу. Нужно вот при чтении отсекать и выжигать. Отсекать и выжигать. Я немного покажу, мне просто неудобно, но потом вы сами поймете, как и что делать, всю эту технику. Итак, Асламас, Сармак, Гарсивас, духи серебра и металла. Отсеките с этих украшений их прежнюю судьбу, от живых они или от мертвых. Все счищается и убирается. Всякое зло пусть уходит, всякая смертная сила с них сходит и исчезает. Всякая беда сжигаю, всякую беду, сжигаю огнем и гоню острием. Отныне они чистые и пречистые, обновленные, как заново сотворенные. Далее. Да. Это 6 раз вот это читаем. Одну часть. Еще раз. Асламас, Сармак, Гарсивас. Духи серебра и металла. Отсеките с этих украшений их прежнюю судьбу. От живых они или от мертвых. Все счищается, убирается. Всякое зло пусть уходит. Всякая смертная сила с них сходит и исчезает. Всякую беду сжигаю огнем, гоню острием. Они чистые и пречистые, обновленные, как заново рожденные. Отныне, да, они чистые и пречистые. И дальше, еще раз. Читать 6 раз, я прочитаю 3 раза. Асламас, Сармак, Гарсивас, духи серебра и металла. Отсеките с этих украшений их прежнюю судьбу. От живых они или от мертвых. Все счищается и убирается. Всякое зло уходит, всякая смертная сила с них сходит и исчезает. Всякую беду сжигаю огнем, гоню острием. Отныне они чистые и пречистые, обновленные, как заново сотворенные. 6 раз начитали. Дальше. Держите руки над украшениями и читайте еще 6 раз. Итак, держим руки вот так и читаем еще 6 раз. Просто мне так неудобно. Я просто одну руку буду держать, а вам нужно 2 руки. И начитать. Золото да серебро.
металл благородный. Да всякие каменья вас через вторые руки забрали, честным трудом покупали. Забудьте про прошлую судьбу и отпустите старых хозяев. Я вас не украла, силой не забрала, и деньгами честными купила. Я вас заслужила, новую судьбу вам подарила, новым домом наградила. Оценила, полюбила, и вы меня любите, цените, защитите, берегите. Отныне вы мои, а я ваша хозяйка. Да будет так, заклято. Вновь 6 раз. Я прочитаю еще 1 раз, просто устала, достаточно будет. Золото да серебро, металл благородный, да всякие камни вас через вторые руки забрала, честным трудом покупала или покупали, если вам подарили. Забудьте про прошлую судьбу. Отпустите старых хозяев. Я вас не украла, силой не забрала, а деньгами честными купила. Я вас заслужила, новую судьбу вам подарила, новым домом наградила, оценила, полюбила, и вы меня любите. Цените, защитите, берегите. Отныне вы мои, а я ваша хозяйка. Да будет так, заклинаю. Если вы купили с рук, то есть вот от людей взяли, купили, человек, может, продавал свои украшения, точно так же отсеките все прошлое, чтобы не перешло вам ни бедность этого человека, ни нужда, потому как не от хорошей жизни продают, если продавали. А если вы не знаете, берете, скажем так, где-то там на распродажах или в ювелирных там салонах или, скажем так, антикварных лавках, ломбардах, неважно. Берете, не знаете судьбу, переживаете, очищайте и носите. А как, что делать, я вам полностью показала и объяснила. Всем удачи и всех благ.